Приветик, ребята! Сегодня я решила рассказать о турецком менталитете. Сразу хочу сказать, что это не какая-то статистика, это лично мои наблюдения, и я буду транслировать только их. Это обсудили. Дальше, второй момент. Турция огромная страна с кучей разных регионов, и в каждом из этих регионов есть свои культурные особенности, традиции, даже кухня отличается, и диалект, и оговорка, так как мы живем в Стамбуле. Поэтому конкретно в этом видео я буду говорить про стамбульских турок, окей? Мы живем в Стамбуле всего 2 года, и в любом случае я еще многого не знаю о них, поэтому здесь будут мои заметки за 2 года. И параллельно некоторые моменты я буду сравнивать с нашей культурой. Посмотрим, как много у нас общего и как много различий. Итак, для меня турки — это взрыв мозга, загадка и восторг. Вот такими 3 словами я бы вкратце описала их. Турки вообще народ жизнерадостный. Они любят наслаждаться жизнью, морем, хорошей погодой, и то, и другое здесь в доступе, в принципе. Они часто делают пикники на природе, веселятся, общаются с друзьями. Погода, в принципе, позволяет здесь это делать большую часть года, тем более в Стамбуле есть куча парков, набережных, каких-то площадок, где можно классно провести время, то есть даже на обычной детской площадке есть столы со скамейками, чтобы можно было сделать пикник, не отходя далеко от дома. Ежедневно здесь люди выбираются просто на улицу погулять, и я это тоже называю как пикник, потому что они берут свои складные стульчики, столы, кто-то просто берет плед, чтобы постелить на траву, берут с собой снеки, чаще всего это семечки или чипсы, термос с чаем обязательно, либо пивко. И, в общем-то, наслаждаются общением с друзьями и семьей таким образом. И я думаю, что от этой привычки наслаждаться жизнью и такой у них расслабленный вайб в делах, знаете, что первое время мне было совершенно непонятно. То есть они могут опоздать на встречу, точнее не могут, а скорее всего они опоздают. Как один из примеров могу сказать, что когда у меня назначен кастинг на час, например, я прихожу туда в 1:40, зная турецкую неспешность, и кастинг еще, оказывается, не начинался. Такое случается не каждый раз, но очень часто. Либо выполнят заказ гораздо позже срока, либо не выполнит его вообще. Что редко, конечно, но бывает. Недавно я давала обувь в ремонт. Мне сказали, что я могу забрать ее через неделю. Через неделю я звоню, они мне говорят еще через неделю. В общем, так прошел месяц. Что касается турецкой логики, я немножко забегая вперед скажу. То есть, если вы знаете, что у вас нет конкретно этого материала для моей обуви, так вы мне скажите, вы мне не обещайте. Но они мне этого не сказали, просто откладывали. Либо давала я вещи также в ателье подшить, и это тоже говорят через 3 дня, через 3 дня говорят через еще 3 дня, и так, в общем, накапливается пару недель, вот так. Но я не скажу, что все турки такие безответственные опоздуны. Я бы сказала 50 на 50, наверное. В моем круге общения есть такие турки, которые делают все четко, все в срок, и даже злятся, когда кто-то опаздывает, что не свойственно здесь, как мне кажется. Но в массе своей, конечно, такое ощущение, что дела подождут, и ты не торопись, сядь, чайку попей, куда спешить. Вот так. Турки очень предприимчивые люди. Мне кажется, что здесь коммерческая жилка просто по наследству передается, и она у всех в крови. Потому что практически у любой семьи есть какой-то малый бизнес. Это либо кебабная, маленький магазинчик, канцтовары, парикмахерская. Ну и вообще в целом, конечно, Турция кипит и отчасти живет за счет малого и среднего бизнеса. Поэтому, да, здесь все занятые, все деловые. И даже я, когда ходила к стоматологу, мы с этим стоматологом что-то разобщались, и в итоге после того, как он мне сделал процедуру, я уже пришла домой, он мне пишет: Юля, слушай, у меня к тебе предложение деловое. Вот ты по-русски говоришь, а нам нужны клиенты из России. Давай что-нибудь замутим с тобой, чтобы ты соединяла вот нас и этих клиентов. Ты будешь переводчиком, вообще-то это классная тема, можно много денег поднять. Вот, и это было не один раз, не только со стоматологом такие предложения мне прилетали. Дальше, турки очень словоохотливые, и меня это очень поражает, насколько легко они заводят здесь диалог. Для них это ничего не стоит, и для них, я думаю, это даже не странно для другого человека услышать, что незнакомый к нему обращается. Здесь, я думаю, это в порядке вещей. Просто как пример приведу. Недавно мы с Сашей и наш хозяин квартиры поехали к нотариусу подписывать новый договор. Хозяин квартиры садится на переднее сиденье рядом с таксистом, и они просто начинают разговаривать. И они разговаривают так громко и так оживленно, как будто 2 давних друга встретились, и вот наконец-то они могут пообщаться. На детской площадке, например, нашей, почти никто не говорит по-английски. Точнее, я бы сказала 99,9%.
людей не говорят по-английски. А у людей эта привычка разговаривать, она есть, хоть они не знают языка, они найдут путь, как с тобой пообщаться. И что меня еще удивило, что здесь вообще не стесняются спрашивать, сколько ты зарабатываешь, сколько стоит садик у вашей дочки. И вот все такие, знаете, вопросы, которые у нас, мне кажется, ну не то чтобы табу, а как будто моветон, как будто бы тебе это не нужно знать, окей? Это никак не повлияет на наши с тобой отношения. Или неужели твои отношения поменяются в зависимости от суммы, которую я назову? Ну, в общем, а здесь это вообще спокойно. То есть вот недавно была со мной ситуация, я пришла на детскую площадку, и там была женщина в возрасте, которая гуляла со своей внучкой, и она, не зная языка, на турецком начала со мной расспрашивать, зашла так издалека, типа: Диана, у вас единственный ребенок? Я говорю: единственный. Сложно, наверное, без семьи. Семья где живет? Где живете? Вы тут квартиру снимаете? За сколько снимаете? Сколько комнат в квартире? Садик ходит? Сколько платите? Муж чем занимается? Ты где работаешь? Ну и, в общем, пошел опрос по пунктам. И то, что они словоохотливые, еще один пример. Я летала всегда на съемку, и вся съемочная команда, то есть человек 15, в основном говорили только на турецком. То есть на английском опять там разговаривала только одна-две девочки. Но в этой команде был один парень из Азербайджана, который хорошо говорил по-русски, и, в принципе, мы могли с ним общаться. Но, познакомившись с ним, я поняла, что это слишком молодой парень, реально молодой, у нас интересы не совпадают, то есть я не то чтобы отвергла его, я просто поняла, что, скорее всего, у нас интересного диалога не получится, а разговаривать только для того, чтобы разговаривать, мне как-то это, ну, непонятно просто. И у нас во время съемки был небольшой брейк, вся команда, конечно, между собой общаются, что-то обсуждают, а мы с этим мальчиком сидим в двух разных углах парка, можно так сказать, просто потому что я хотела посидеть здесь в тени, уединившись, а он потому что хотел сидеть там, или я не знаю. И ко мне подходит девочка, турчанка, и говорит: Юля, он говорит по-русски, почему вы не общаетесь? И для нее это был такой шок. Потом на следующий день съемок у нас опять какой-то брейк, то ли мы меняли локацию. И я слышу, она подходит к другому чуваку из съемочной команды и говорит: прикинь, они говорят оба по-русски, они не разговаривают, представляешь, как это возможно? То есть для них это странно. А для нас, наверное, странно это общаться без умолку с любым человеком, даже если ты его не знаешь. Полная противоположность. Турки любят слушать громкую музыку. Обязательно, когда едут в машине, включают громкую музыку, наслаждаются ей. И в основном я бы сказала, что они предпочитают свою турецкую музыку иностранной в массе своей. Ау! Очень любят ее петь, танцевать под нее. Но они ее любят слушать так громко, что иногда мне приходится даже просить сделать потише, например, если мы на съемке. А еще я заметила, что турки очень любят петь вслух, особенно когда едут на мопеде. В последнее время очень часто замечаю, и на самом деле я сама кайфую, когда я хожу по улицам, когда меня никто не слышит, когда ты идешь в наушниках, поешь свою музыку, как в шумном городе. Это, конечно, кайф. Следующее. Турки, конечно, любят вкусно поесть. Ну, кто не любит? Они обожают свою турецкую кухню, что логично, в принципе. Это и логично, и понятно, потому что турецкая кухня офигенная. Я сама ее обожаю. Мы, если честно, ее переели тут уже и скучаем немножечко по менее жирной пище. Порции здесь огромные, еды не жалеют, хотят тебя накормить. И вообще, мне кажется, тут стандарты красоты такие, они средние между европейским и восточным таким вайбом, потому что здесь, мне кажется, идеал девушки даже не стройная, мне кажется, а слегка такая, после кебабчика, мне кажется. Вот так. Это я к чему? К тому, что куда бы вы ни пришли, в какой ресторан, кафе, везде тебе положат вот такую огромную тарелищу еды, которую я лично могу делить на 2, то и на 3 приема пищи. Это, конечно, классно, но немножко опасно. Ну, а знакомые бабушки на детской площадке вечно мне говорят, что я худая. Здесь, я думаю, бабушки, они везде бабушки. Дальше. Очень любят футбол. Ругаются. Один другого не пропускает. Это классика. Про автомобили и дорожное движение я чуть попозже расскажу. Очень любят футбол, любят и играть, и болеть. И вообще здесь футбольная культура очень развита. Есть много стадионов даже в центре города. Каждый раз, проходя мимо стадиона, кто-нибудь доиграет. Либо это тренируются молодые ребята, которые ходят в секцию футбольную, либо это просто взрослые ребята, которые собираются в Телеграме, как Саша, например, и играют. И так как лето здесь очень и очень жаркое, то стадионы и в 11 вечера полны народу, и вообще движуха происходит. Мне кажется, турки очень любят свою страну. Конечно, здесь есть куча минусов, и они знают об этих минусах.
и их много чего не устраивает. Тем не менее, они патриотичны. Люди вывешивают турецкие флаги у себя на окнах. Флаги просто повсюду. Активно выходят на мероприятия, которые организовываются в честь праздников национальных. Дальше. Тебе всегда помогут. Турки в этом плане очень дружелюбные, открытые, они всегда готовы помочь. У меня была такая ситуация, на Google картах я видела, что страховая компания находится в этой точке, я пришла в эту точку, страховой нет. Я спросила человека, который был рядом, мол, где вот эта страховая? Он сказал, я не знаю. Подошел к группе мужчин, их там было человека 4, которые стояли рядом. Спросил у них, те тоже не знают. Те начали еще другую группу людей искать. И, в общем, так, человек 6-7 собрались в круге, обсуждают, где же здесь эта страховая. В итоге я ее, конечно, не нашла, но это не отменяет того, что турки готовы помочь, правильно? Итак, отношения внутри семьи. Я думаю, что стереотип, что Турция восточная страна с консервативным взглядом на жизнь, она, конечно, имеет место быть, но это точно не про Стамбул. То есть в восточной Турции, скорее всего, это есть. Но если мы говорим про Стамбул, то стереотип, что муж работает, а жена сидит с детьми, это и правда стереотип. Потому что здесь, мне кажется, не патриархат, а матриархат. Вот реально. То есть здесь, как мне кажется, семьи не делят обязанности по полу. То есть женщины точно так же работают. Мужчины часто гуляют с детьми. Кстати, я очень много пап вижу с детьми на площадках или просто на улицах. То есть, как я вижу, здесь обычные нормальные отношения, где в семье друг друга уважают, и муж и жена взаимозаменяемые в их обязанностях по быту. Но куда же мы без турецкой драмы? А драма это заключается в отношении мам и сыновей. Объясню. Очень часто слышала истории от девушек, которые замужем за турком, которые жалуются, что муж отдает предпочтение во внимании, мнении, в окончательном решении не своей жене, а своей маме. Видимо, здесь очень трепетное отношение между мамами и сыновьями, что, мне кажется, вообще-то популярно по всему миру, нет? Но опять же, говорю это из своего опыта. Мне лично рассказывала девушка, которая недавно вышла замуж за турка, и сразу после свадьбы у них начались конфликты, потому что ее супруг сказал ей такую фразу, что если бы даже у меня было 6 жен, я бы все равно выбрал маму. Вот такие дела. Конечно, это не в каждой семье. Я, если честно, думаю, что такое может быть и не только в Турции. Но почему-то здесь уж слишком много таких историй. Отсюда переходим к другому блоку. Это отношение к старшим. Вообще, мне кажется, здесь очень уважительно относятся к старшим. И это классно, потому что, мне кажется, у нас это уже забываются немножко эти устои. Здесь это все еще имеет место быть. Но, как я вам скажу, здесь уважение к старшим не означает безоговорочное подчинение или что-то в этом роде. То есть, если здесь старший человек перейдет твои личные границы, то турок или турчанка, мне кажется, терпеть это не будут, и они это скажут. Это просто какое-то банальное проявление внимания. Не игнорирование, не махание рукой на старшего. Вот что, мне кажется, вот что такое. Я абсолютно согласна, что старший не всегда значит более мудрый или более умный, или тот человек, который говорит правильные вещи. Как показывает опыт, это далеко не всегда так. Кстати, традиционно здесь принято целовать руку старшим и прикладывать ее к колбу, если старший сделал тебе какой-то подарок. Я думаю, это не сильно распространено, но я однажды была свидетелем этого явления. На самом деле это очень мне показалось милым, когда на детской площадке моя подруга-турчанка поделилась с девочкой-турчанкой своей шоколадкой или что-то, в общем, какую-то вкусняшку дала. И та подошла, сказала спасибо, поцеловала руку и приложила к колбу. Но видела я это единственный раз за 2 года. А на детских площадках мы часто тусим, как вы понимаете. Итак, что касается детей. Это моя любимая тема, если честно. Здесь я просто в восторге от турок, если честно, все еще, даже спустя 2 года. Я не устаю удивляться, насколько они здесь любят детей. И как нам повезло, что Диана в своем крошечном возрасте оказалась внутри вот этой огромной любви и доброты. Потому что, если честно, мне кажется, что Турция — это идеальное место для детей дошкольного возраста. Может, и позже, конечно, у нас такого опыта просто не было. Потому что здесь ребенка просто окутывают любовью со всех сторон. Куда бы ты ни пошел, где бы ты ни был, ребенок понимает, что ему здесь рады. Он может проявлять себя, он может спокойно пообщаться, и ему обязательно ответят. Когда я стала мамой, и я вижу, что мой ребенок очень общительный ребенок, который хочет поделиться с миром. Я просто таю, когда мир в лице людей, которых встречает моя дочь, дает ей вот всю эту доброту, чувство уверенности в себе, чувство открытости. Детишкам очень важно знать, что они любимы. И внутри своей семьи, конечно, ты это даешь, но когда тебе и мир вокруг дает это, мне кажется, что Диана думает, что она живет в каком-то волшебном мире, если честно. И иногда мне немножко
тревожно за это, потому что мир-то все-таки не такой, как Турция в отношении детей, понимаете? То есть вот мы недавно с ней гуляли в центральной туристической части Стамбула, и Диана подошла со своей манерой общаться, показать какую-то свою игрушку людям, которые сидели в кафе на открытой террасе. Там сидела девушка, явно не турчанка, и она просто игнорировала, она просто на нее не смотрела. Это ее право, я ее не сужу. Ты понимаешь, что это жизнь, но когда ты родитель, и ты видишь, что твоему ребеночку не проявляют внимания, опять же, это ее право не проявить внимание. Но я больше не о негативных моментах, а о позитивных, что турки отдают всего себя детям. Понимаете, когда... Если ты видишь турка с грустным лицом или просто с лицом с нейтральным, и когда он видит ребенка, у него лицо просто меняется. Он начинает сразу искать, что он может дать этому ребенку. Их настроение сразу поднимается. Я просто искренне радуюсь. И я говорю спасибо всем тем людям, которые с такой добротой и искренностью встречают Диану. Как бы мне не уйти в сентиментальность, но в вопросах ребенка, конечно, я не особо могу контролировать это. Ладно, мне кажется, что вы поняли, да? Детей тут обожают. А я за это обожаю турок. Я вообще здесь стала, мне кажется, думаю, что такое мягкое, ко мне кошка пришла, относиться проще к родительству, не требовать от 3-летнего ребенка понять то, что многим взрослым даже не понять. Понимаете? Просто позволить ребенку быть ребенком, быть самим собой. У нас, например, больше как будто бы... Ну, сейчас современные родители уже уходят от этого, но в основном у нас, мне кажется, принято, что ребенка не должно быть слышно. Ну, это устаревшие убеждения, и так не должно быть. Ребенок должен расти свободным, проявлять себя, как он желает. Если Диана что-то кричит или балуется, как мне кажется, или разговаривает громко, и я скажу: Дианочка, давай чуть потише. А мне турки говорят: камон, ты чё, она ребенок, пусть бегает, кому это мешает? Нам не мешает, нам все окей. И когда ты понимаешь, что вокруг людям окей, то и ты перестаешь переживать за это. То есть, понимаете, это нормально для ребенка кричать и бегать. Блин, не бегают, исследуют мир. Просто, мне кажется, люди, которые этого не понимают и с такими рожами, простите, сидят, это не взрослые, а это просто как, не знаю, взрослый ребенок, знаете. Так что да, здесь ребенку позволяют делать то, что он хочет, естественно, в пределах какой-то разумной нормы. То есть, если он будет кричать, ну, просто чересчур, естественно, ему дадут об этом понять. То есть, здесь не вседозволенность, а просто адекватное отношение. Детей тут все-таки иногда наказывают, когда дело касается, например, безопасности. А способ наказания здесь очень интересный. Турки кладут сухой красный перец, острый, на кончик языка ребенку. Я, когда узнала, была в шоке, потому что это жестко вообще-то. Но это делают в крайних случаях, когда нужно действительно дать ребенку понять, чтобы он какое-то определенное действие, связанное с безопасностью, выбежать на дорогу, играть рядом с открытым окном, чтобы этого действия больше действительно не повторялось, вот такие жесткие меры используют. Это, конечно, интересно. Оставить ребенка в угол здесь вообще-то не так распространено, как у нас. Итак, что касается отдыха. Здесь, в Турции, конечно, что не месяц, то байрам. Серьезно. Ну нет, конечно, байрама всего 2, но также байрамом я называю какие-то праздничные даты, национальные праздники. И здесь, на самом деле, как и в России, мне кажется, очень много праздников. То есть практически каждый месяц, хотя бы один день точно будет какой-нибудь праздник. И каждый раз перед длинными праздниками я опрашиваю турок, кто куда собирается ехать. В основном все, конечно, стараются уехать из большого города, куда-то отдохнуть. Уезжают, по моей статистике, турки в основном во всеми любимую Анталию. В конце отпуска забирая из отеля все, что можно забрать. Да-да, турки тоже это делают. Также часто слышу, что любят ездить в Каш, в Измир. Ну, а если брать не курортные направления, то люди просто разъезжаются по своим родственникам в их родные города. Что касается религии. Турция, конечно, в массе своей, как мне кажется, религиозная страна. Но, опять же, если говорить про Стамбул, здесь среди молодого населения я этого вообще не наблюдаю. В Стамбуле вообще соединяется светское и консервативное общество, и они как-то ловко уживаются друг с другом, как мне кажется, бесконфликтно. То есть покрытая девушка может идти рядом с девушкой в коротких шортах и в кроп-топе, и им обеим окей. В молодом поколении все меньше и меньше религиозных людей. Мы в этом очень похожи, потому что в России молодые поколения тоже менее религиозные. Ну и раз большое количество молодых вне религии здесь, то, скорее всего, родители и не настаивают на этом. Блок отношения к иностранцам. Здесь говорю, как кажется мне, окей? Ох, сейчас, наверное, в комментариях будет там. Да, я знаю, что в связи с последними новостями Турция активно отказывает в ВНЖ иностранцам. И вообще, типа, иностранцы go home. Но скажу, каких иностранцев это касается. Вот музыку любят слушать, я вам говорила. Вот это примерно так. Все должны слышать твою музыку.
Я лично не хочу никого обидеть, говорю, что вижу. В основном это относится к беженцам из Сирии, потому что эти беженцы получают в огромных количествах турецкие паспорта с правом голосовать. А голосуют они потом за бессменного лидера этой страны, не давая никакого шанса на смену лидера. Прогрессивным молодым людям, естественно, не нравится текущее правительство, они хотят его поменять. Да. И у них это не получается еще за счет того, что люди, прибывшие из чужой страны, грубо говоря, делают за них выбор. Окей, не делают выбор, но свою лепту вносят. Я, в принципе, могу понять и ту, и другую сторону. Могу понять сирийцев, которые убегают от ужасной жизни. И могу понять турок, которые хотят поменять что-то в своей стране, но у них не получается. И они уже устали просто реально от гигантских потоков беженцев. Я не судья, просто рассказываю вам информацию. Что касается русских, украинцев и белорусов, как мне кажется, турки нам рады. По крайней мере, мне в лицо. Никто еще не сказал go home или что-то в этом роде. И всегда, когда спрашивают, вы откуда, я говорю Руссия, они говорят, о, Руссия, и типа хорошо. И тоже касается украинцев и белорусов. И мне кажется даже, что турки, если честно, ближе и теснее с украинцами, чем с русскими, потому что Украина гораздо ближе к Турции. И если спросить турок, бывал ли он в Москве, больше половины скажут, что нет. Но если спросить турка, бывал ли он в каком-то городе Украины, то больше процент скажет, что да, конечно, бывал. Ну, вообще, они нас не особо разделяют, если честно. Мы все хороши. Ну и, как вы сами знаете, здесь очень часто смешанные семьи, муж турок, славянкой женой. И еще, как мне кажется, здесь не очень любят американцев. Хотя, наверное, они имеют в виду американское правительство, все-таки не народ, потому что им народ сделал. Но вот мне кажется, здесь такое же отношение, как у нас в России, вот в массе своей, типа... К американцам. Плохо. Почему? Ну а что они? Согласен полностью с вами. Вот в таком духе. То есть никаких оснований я для этого не нашла, но такой вайб прослеживается. Турецкая логика. Тут не знаю, что сказать, примеров куча. Просто скажу, что турецкая логика и моя личная логика — это просто две параллельные вселенные. Давайте я вам просто приведу пример из профессиональной деятельности. У меня была съемка в Анталии, в отеле. Нам нужно было снять сцену рядом с детским бассейном. Детский бассейн такой лягушатник, очень неглубокий. Рядом отдыхают родители с детьми. Итак, моя логика. Я точно знаю, что завтра в 4 часа дня мне нужно будет снять сцену в детском бассейне. Мне нужно, чтобы там не было людей. Что я делаю? За день до этого ставлю там табличку при входе в эту зону, что, ребята, завтра с 4 дня до стальки-то эта зона будет закрыта. Просим завтра до 4 покинуть эту зону. Что делает наша съемочная команда? Никого не предупреждая, естественно. Просто в 4 дня приходит всей командой на эту площадку, где реально отдыхают люди, которые заплатили за свой отдых, да, с детьми, некоторые из которых спят, и говорят, ребят, извините, да, но нам нужно снять здесь, уходите. Вот так. Ну, вообще, что касается организации съемок, здесь вообще логики не ищи. Это как будто бы даже не логика, а вот опять-таки, будь что будет, проблемы надо решать по мере поступления. Турецкий вот этот расслабленный вайб по жизни, я говорю, он на каждую сферу влияет. Итак, правила дорожного движения. Ну, здесь вообще на дорогах, конечно, хаос для меня. В Москве я водила машину спокойно и уверенно, зная, что все четко по полосам. Да, везде разметка, везде есть парковка. Я не могу пока что представить себя здесь за рулем, если честно. Стиль турецкого вождения тоже очень интересный. То есть, если две машины встретятся на перекрестке, они скорее будут смотреть не на знаки, у кого главное, у кого второстепенное. Они будут решать так, по-братски, типа, выглянув из окна и говорить, Аби, типа, проезжай. Хотя он стоит на главной дороге, например. И вот как-то здесь так все на словах все разруливается. Либо очень часто пропускают пешеходов в неположенном месте. Здесь, в принципе, нет такого понятия, как пешеходный переход, потому что тебя на нем могут не пропустить спокойно. И, скорее всего, не пропустят. Но зато пропустят там, где ты не должен переходить. Но как-то здесь вот так это все работает. Ну и еще однажды у меня был случай, когда я увидела, что я уже подъезжаю к месту, где мне надо выходить, и попросила его остановить здесь. И я подумала, что здесь, значит, надо немножко съехать вправо, да, чтобы сзади машины проехали дальше. А я спокойно расплатилась и вышла. Но он воспринял мои слова буквально. Здесь так здесь, остановился посреди дороги. Я в панике начинаю расплачиваться, потому что я вижу, что сзади сигналит. Водителю на это вообще наплевать. То есть он сидит расслабленно.
нахрен. Куда спешить? Хотя сигналит тут вообще при любом случае, мне кажется. Ну и, кстати, к автомобилям, мне кажется, здесь не так трепетно относятся, как у нас. То есть при парковке могут случайно задеть или бортик, или столбик, или чужую машину. И как бы заденут, выйдут, посмотрят. Ну, бывает, ладно, и дальше пойдут. И чтобы, вот, мне кажется, закрыть тему турки на дорогах, недавно проезжала и видела аварию. Стоят две машины, выставили конус или треугольник. И за них была пробка, естественно. И мы медленно-медленно проезжаем мимо них. А два мужчины, владелец одной машины и владелец другой, стоят, курят, общаются и смеются. Лучше не опишешь. Так, у меня тут еще есть раздел «Небольшой дом», что турки очень любят магазинчики для дома, всякой мелочью, деревянной посудой, всякими ножичками, вилочками. Я тоже это все обожаю, если честно. Здесь это популярно, как мне кажется. Вообще, и делать свой дом более уютным с помощью вот таких мелочей, здесь это очень любят. И еще блог «Стиль» есть. Да, я вижу много стильно одетых турок, особенно в центре такие модники гуляют. В основном, я бы сказала, что турки, а скорее турчанки, да нет, и турки, предпочитают яркую одежду. Потому что, когда я захожу в магазины и вижу прилавки, там очень много яркой одежды. Много красного, много принтов цветочных. Хотя я очень много вижу также и бежевых ladies на улицах. Особенно среди мусульманок, кстати. Очень много беж-кор ladies, как мне кажется. И это очень красиво выглядит, мне нравится. Так, ну то, что они курят везде, я думаю, это и так все знают. Курят везде, очень любят курить. Курят все. Я думаю, начиная, не знаю, вот когда только можно, тогда сразу начинают курить. Курят рядом с детьми. Курят в такси, могут тебя не спросить, если помешает тебе или не помешает. Хотя многие спрашивают, кстати. В основном все просто наслаждаются жизнью и курят. Ой, под конец у меня такой микс, в общем, пошел. И интересный факт, что Новый год они здесь не отмечают вообще. То есть некоторые торговые центры поставят елку на входе, и это все в целом. Ну и, может быть, в магазинчиках будет какие-то новогодние коллекции, чтобы на стол накрыть. Да, они садятся за стол вечером всей семьей, но нет такого, что у них каникулы, они уже вообще-то со 2 января выходят все на работу. Дед Мороз никому не ходит, под елку подарочки, что-то не помню, надо уточнить. Но в этот раз мои родители прилетали в Стамбул на Новый год, и мы пошли в гости к нашим друзьям. Я заранее спросила наших друзей, если это окей для них, Дед Мороз, потому что я слышала, что Новый год для них почему-то как-то ассоциируется с чужой религией. Но ведь Новый год — это не Рождество, я понимаю, Крисмас спутать, да? Ну, в общем, мы принесли немножечко нашей культуры в их дом. Дед Мороз пришел, подарками для всех детей. Мы спели «В лесу родилась елочка» вокруг елки. Рандомный факт. Здесь паровозик не чух-чух, а чуф-чуф. Вот я общалась с ребятами из Европы. У них, например, ква-ква — это не лягушка, а это утка. Ква. Зачем это вам знать? В любом случае. Рандомный факт. Сходство с нами, с нашей культурой, что если вы угощаете чем-то и отдаете это в своем контейнере или в своей тарелке, то обратно эту тарелку вы должны вернуть не пустой, или этот контейнер, то есть что-то тоже положить. Здесь тоже такое есть. Ну что, в заключение я хочу сказать, что для меня турки — это доброжелательные, открытые, веселые люди, которые никогда не откажут помочь тебе. Конечно, в любой культуре есть плохие люди, есть хорошие люди, и вообще мне нравится смотреть на мир через факт того, что не бывает плохих национальностей, бывают плохие люди. Я с этим абсолютно согласна. Знаете, когда я готовилась к этому видео, мне нужно было наснимать футажа, я же не могу подойти к человеку и вот так вот просто встать перед ним, камеру взять и снимать его. А мне так хотелось, ребят. Мне так хотелось более подробно поснимать людей. И я вот ходила по улицам, не доставая камеры, я просто оглядывалась по сторонам, смотрела, кто что делает. Когда ты идешь по огромному городу, по шумной улице, ты видишь, что кто-то сидит в кафе, общается, кто-то чинит машину, кто-то разговаривает по телефону. И в такие моменты ты ловишь себя на мысли, что сейчас ты находишься именно в этом конкретном моменте своей жизни, потому что, знаете, иногда мы живем на автомате. Если вспомнить, что было 5 минут назад, ты не вспомнишь, потому что ты не осознавал, боже мой, я сейчас уйду в буддизм, но меня это невероятно привлекает, когда ты ловишь себя на мысли, что ты сейчас наблюдаешь жизнь. И мне доставляло большое удовольствие гулять по Стамбулу. Вообще Стамбул я обожаю. Такие дела. Надеюсь, я примерный дала портрет турка или турчанки, какой вижу их я. Пишите, что вы думаете, совпадает ли это с вашим опытом. Спасибо большое, что смотрели это видео до конца. Я очень надеюсь, что вам понравилось. Ставьте лайк, если да, ставьте лайк, если нет. Пока!